Всем привет! Хотел сделать короткий ролик о заседании комитета по чрезвычайному акту, которое было на прошлой неделе. Сегодня тоже есть вечером заседание. Буду следить. Обязательно подниму ролик про то, что они там выслушали, до чего договорились. Напомню всем, значит, после того, как после того, как Трюдо отменил чрезвычайный акт, создалась комиссия о рассмотрении чрезвычайного акта. Ну, это не потому, что Трюдо хочет, чтобы кто-то проверял, что он делает и так далее. Это в самом чрезвычайном акте прописано, параграф 62 и 63 насчет проверок. 62 говорит о том, что должен быть создан комитет, который будет, в состав которого будут входить представители фракций и с парламента и сенаторы. И в 63-м говорится, что должно быть рассмотрение вообще законности чрезвычайного акта. Вот, ну, вот создали этот комитет. В течение 60 дней он, в принципе, должен выдать рапорт, что и как он принял, что и как он понял. Первое заседание было 14 марта, ничего толком там не говорили, больше было бюрократическое заседание, назначали председателя комитета, заместителя председателя комитета и так далее. Вот второе заседание, которое было на прошлой неделе, вот никак руки не доходили поднять про него, значит, на нем было более уже насчет чрезвычайного акта, хотя тоже довольно-таки бюрократическое, не было ни свидетелей пока, ничего. Не буду дословно пересказывать, потому что там 2 часа заседания, и скажу только самые интересные, в принципе, точки этого заседания. Значит, ну, там несколько точек интересных. Первая точка, они пытаются решить в плане, кто будет давать им советы, хотя там часть из них были адвокаты, как бы, которые работали как адвокаты до парламента. Но вот они решили, что надо какой-то правозащитник, который будет представлять независимое мнение именно в плане закона, в плане законодательства. Вот они пытались понять, звать ли кого-то независимого, или звать только по мере надобности, или еще и так далее. Ну, короче, они пришли к моменту, что хотят, есть юридический советник парламента, есть юридический советник сената, вот они хотят их позвать, чтобы они представляли мнение. Они независимые, в принципе, по крайней мере, должны быть. И они хотят позвать их, чтобы они им давали свое мнение каждое заседание, чтобы они присутствовали, как бы давали мнение со стороны законодательства. Ну, вообще, конечно, интересно было слушать 2 часа. Если бы они говорили чуть быстрее, конечно, управились бы за 1,5 часа, я думаю, потому что говорили они очень медленно, с расстановкой, тяжело было слышать их. Я уже думал поставить на убыстрение, но там я как бы смотрю напрямую онлайн, так что там не получалось это сделать. А скачивать ролик, потом просматривать слишком много возни. Вот потратил 2 часа, ездил пока на машине, как раз слушал. Значит, вот это вот был один момент, который они так и еще до конца не решили. Еще будут разговаривать про это. Кстати, в Канаде все очень происходит медленно, особенно все, что связано с бюрократией, законами и так далее. Вот. Второй момент намного важнее был поднят. Это какие именно рамки у этого комитета. Или он должен проверять то, что было сделано во время чрезвычайного акта, или он должен проверять полностью всю тему чрезвычайного акта, включая почему он был принят, включая как бы какие были возможности до того, как его приняли и так далее. Вот тут, конечно же, либеральные депутаты сразу начали заявлять, что надо идти точка в точку, как написано в чрезвычайном акте, что проверять должны, в принципе, со дня извещения о чрезвычайном акте и до конца его. А все, что перед этим, как бы не должно волновать комитет. Ну, на это не согласились ни консервативные, ни некоторые сенаторы. Сказали, что чтобы понять, что именно происходило во время чрезвычайного акта за эту неделю, надо понять вообще, из-за чего, что было как бы до, из-за чего вообще это так нужно, как бы, или это, насколько это было правовое вообще решение. Вот. Ну, вот начался такой дебатик у них, как бы каждый должен высказаться, каждый высказывался. Кто говорил да, кто говорил нет. В конце один из депутатов от
насколько я помню, от либералов, сказала, что она предлагает закрыть это совещание, закрыть это совещание и позвать свидетелей для того, чтобы решить, чем именно должен заниматься комитет. Понимаете, комитет создался, решение было принято еще в феврале, первое совещание было 14 марта, и только сейчас они начали думать, что именно они должны делать. Вообще абсурд, конечно, какой-то, как бы. Опять же, они договорились, ну там голосование было, конечно, сказали, что, а ее предложение заключалось в чем? Она сказала, давайте позовем юридического советника правительства, юридического советника Сената и позовем того, кто когда-то был министр обороны, который именно и написал весь этот акт, как бы, что он имел в виду, когда писал его вот в этом параграфе 62, и что он имел в виду, какие обязанности у этого комитета. И вот она выдала это предложение, проголосовали, сказали да, хорошая идея, давайте послушаем, что скажут они, потому что они как бы начали, не соглашались они как бы, что именно они должны проверять. Причем хочу заметить, даже депутат от НДП, который в принципе поддерживает либеральное правительство, и даже его лидер подписал сделку с Трудо, что будет его до 2025 года поддерживать, чтобы его не скинули, не дай бог. Вот. И даже он сказал, что смотрите, я голосовал за этот акт в парламенте, но я считаю, что да, надо рассмотреть то, что было до объявления чрезвычайного акта, потому что, во-первых, потому что я не хочу, чтобы люди, простые канадцы, думали, что мы пытаемся что-то как бы замести под ковер. Во-вторых, я знал то, что я знал, и вот это было мое решение проголосовать за, но я думаю, что как бы надо это все показать, надо это все разобрать, как бы почему и как и зачем. Вот удивительное такое поведение этого депутата, и причем хочу заметить, когда голосовали за чрезвычайный акт, за принятие чрезвычайного акта, фракция НДП проголосовала полностью за, хотя многие из фракций сказали, что в принципе они не совсем согласны с принятием чрезвычайного акта, но им сказали, что если вы не проголосуете, то будут новые выборы. Так как им это очень невыгодно на данный момент, они все проголосовали за. Вот так вот их лидер. Причем официально это не было заявлено, если вы посмотрите мои ролики предыдущие о голосовании за чрезвычайный акт. Официально они не сказали, что если не примут этот акт, то будут новые выборы. Но Джагмит, вот это вот лиса, который любит что-то там хитрить все время, он как бы своим депутатам сказал, что если вы не примете, он понимает, что будут новые выборы, а нам это невыгодно. Ну вот они все проголосовали. Так вот мне интересно, может быть этот как раз депутат и не, как бы совесть ему говорила не голосовать, но проголосовал, потому что фракция заставила. Ну вот он предложил, да, он говорит, знаете что, давайте разберемся, чтобы вообще мы это делаем для канадцев, и как бы канадцы должны знать правду, как бы, и надо разобраться во всем, если мы уже сидим, если мы уже есть этот комитет. Давайте во всем разберемся. Но опять же, либеральные представители не хотят этого, что и понятно, они хотят идти от точки объявления чрезвычайного акта до точки, когда он закончился. Что и понятно. Опять же, Трудо не хочет, чтобы было сомнение в том, что в его правомерности признания этого объявления этого чрезвычайного акта, он всегда это заявлял, и даже отмена чрезвычайного акта, если вы помните, я тоже это освещал, было как раз в тот день, когда шло заседание Сената по этому поводу, или признать это чрезвычайный акт или нет, без этого как бы, или ратифицировать или нет, без этого чрезвычайный акт просто не мог бы продолжаться, если бы они не приняли. И из-за того, что первые полдня заседания очень многие сенаторы высказывались против чрезвычайного акта, но Трудо поспешил как бы отменить, потому что если бы он дождался, чтобы Сенат отменил, то это опять же поставило под удар его правоту. А так как он этого не хотел, он быстренько отменил его сам. Опять же, можете вернуться к роликам, которые я говорил про это. Там более подробно объяснено. Вот. И короче, вот так вот они закончили, в принципе, заседание. Было там еще пару вопросиков, что они поднимали, сколько времени должны выступать министры, какие министры должны выступать и так далее. Я думаю, что сегодня заседание будет поинтереснее. Я надеюсь, что сегодня они, да, приведут вот этого бывшего министра обороны. Причем он, кстати, что интересно, он консервативный. Консервативное правительство тогда было.
Вот, интересно, как он будет это объяснять, как он скажет, что он думает по этому поводу и что примет Сенат. Я надеюсь, что Сенат, да, примет то, что надо проверять от начала до конца все, что происходило с конвоем, как бы действительно ли была причина вводить чрезвычайный акт или могли справиться как-то своими силами. Причем, опять же, я уверен, что могли бы, если бы сильно захотели, так же разогнать его, как разогнали, могли бы, но не хотели. Вот, значит, буду смотреть, что сегодня там будут говорить. Обязательно поставлю ролик в ближайшие дни, если будет что-то действительно интересно. Если не будет, поставлю ролик, скажу, что ничего не было интересного и немножко добавлю своих вещей. Одна из подписчиков спросила меня, что происходит на данный момент с организаторами конвоя. Значит, ну, в принципе, их трое пока есть, которые более-менее так наверху. Это Крис Барбер, Тамара Лич и Пэт Кинг. Значит, Тамара Лич и Крис Барбер были освобождены под залог. Крис Барбер был в тот же день, что арестован, освобожден под залог с условием, что покинет Оттаву 24 часа. Ему дали. Тамара Лич просидела неделю, потом была освобождена. То же самое условие, покинуть Оттаву в течение 24 часов. А Пэт Кинг до сих пор сидит. Значит, приписывается им на данный момент и Крису Барберу, и Тамаре Лич приписывается, ну, я не знаю, как точно перевести, но в принципе как хулиганство. Значит, и что интересно, что они, значит так, у них есть, не они делали хулиганство, а они, написано, я вам дословно переведу, значит, агитация к хулиганству, агитация к непризнанию судебного приказа, агитация к препятствиям полиции и хулиганство, которое мешает использованию частного имущества и так далее. Вот. Это то, что дали Барберу. Лич, Тамара Лич, в принципе, на данный момент только обвинена была только в агитации к хулиганству, но потом они добавили еще, это было первичное обвинение, почему их вообще изначально арестовали, значит, потом они добавили где-то, это было, сейчас, секундочку, они все предстали перед судом 24-го, извиняюсь. Они все предстали перед судом 24-го виртуально, потому что находятся не в Оттаве, как бы. И им добавили еще несколько обвинений. Значит, они сейчас оба обвинены. Если раньше они были обвинялись только в агитации, к хулиганству, сейчас они обвинены оба. Причем, опять же, Тамара Лич у нее было только одно обвинение, когда ее задержали, и сидела она неделю. Да, а Барбера было 5 обвинений, которые я перечислил до этого, и его держали 1 день. Вот. Ну, так вот они как-то непонятно делали. Значит, добавили к ним следующее обвинение. Значит, общее обвинение на них обоих. Хулиганство, агитация хулиганства, препятствие правительстве, препятствие полиции, агитация к препятствиям полиции, агитация угроз и угрозы, и в принципе угрозы блокирования блокирования автострад и так далее. Значит, это то, что им сейчас предъявляют. У Кинга намного все хуже, потому что его, в принципе, обвинили в 10 нарушениях. Два нарушения о угрозах, 2 нарушения препятствия полиции, 1 нарушение судебного ордера и еще 1 нарушение агитация к угрозе. Вот. С Кингом вообще все не так просто, как бы. Я не буду сейчас продлевать этот ролик очень сильно, но я как-то высказал, что Кинг немножко другое у него дело там.
и мне сказали, что вот, как бы не надо судить. Слушайте, я никого не сужу, во-первых. Я не судья. Во-вторых, они, кстати, все должны предстать перед судом опять в апреле, так что будем следить. У Кинга 4 апреля, а у них пока еще непонятно, когда там в апреле. Ну, я сказал, что я Кинга не поддерживал, и в принципе есть на это свои причины, как бы, и многие Кинга не поддерживали. Да, были такие, которые шли за ним, но он, да, сыграл большую роль в организации конвоя изначального, за что ему большое спасибо, как бы, и действительно благодарность, и все, я не отрицаю, как бы, его, то, что он сделал, но у него есть достаточно темная история, как бы, и я не знаю, насколько вы следите за конвоем, но в самом начале, когда они только приехали в Оттаву, остальные организаторы конвоя довольно-таки отделились от него, потому что когда Трудо обвинял всех в расизме и национализме и так далее, вот из них троих, как бы, да, вот он единственный, которого так и да могли в этом обвинить, потому что Крис Барбер довольно-таки чистое прошлое. Тамара Лич, да, она там в какой-то партии была, но она частично коренная жительница, как бы вот индейцы, да, вот, и она не может быть расистом по определению, потому что она как бы не чистая англосаксонка или так далее. А вот Кинг как раз, у него были в прошлом очень много заявлений о том, что вот именно вот крайне правые заявления, что англосаксы должны вернуть себе управление страной, англосаксы должны в принципе всех мочить и так далее. Вот как бы было это, и действительно есть его ролики, на YouTube тоже было несколько роликов, когда он именно к этому и агитировал. Поэтому это чистое признание национализма, и Трудо как раз тогда вот и зацепился на этом, да. Конечно, мы все понимаем, что обвинять всех в национализме, потому что один человек там что-то говорил, это тупо и глупо. Но вот это была одна из его причин, которой он якобы считал, что конвой ведет к нарушению национальной безопасности, к угрозе национальной безопасности и так далее. Поэтому с Кингом там немножко другое дело. Если будет интересно, я больше покопаюсь о нем, как бы больше, чем я то, что сейчас вам передал, как бы попробую даже найти его ролики, когда он там выражался не так, как надо. Опять же, я расизм и национализм не принимаю вообще, я считаю, что это неадекватно, не должно быть вообще в нашем мире, надо продолжать как бы образовывать людей, чтобы этого не происходило, поэтому мне его тяжело принять изначально было. Если вам, опять же, будет очень интересно, то я могу как бы больше вам примеров дать, что именно он говорил, как говорил, и даже попытаться найти видео, показать вам. Ну там полная чушь, как бы я видел это видео, там просто чувак несет пургу. Вот. Ну, опять же, сегодня будет комитет, это намного более важно, как бы мы все знаем, что Тамару Лич и Барбера и даже Пэт Кинга никто не забудет, и то, что они сделали для конвоя и для свободы, для борьбы за свободу, никто не забудет. Не знаю, чем это закончится, надеюсь, что Трудо все-таки скинут, придут консервативные, и тогда будет проще их как-то амнистию или что-то типа такого, или ну просто как бы выпустить их, потому что действительно боролись за свободу, а не против демократии. Вот, ну, будем держать в курсе, как бы, вот будет в апреле их суды, обязательно как бы буду держать в курсе, что им сказали, что собираются, что дали или не дали, как бы, посмотрим. А насчет комитета, опять же, надеюсь, что они примут правильное решение, потому что даже в Сенате, когда был разговор о чрезвычайном акте, тогда, когда должны были ратифицировать, они подняли эту тему и сказали, что, слушайте, мы хотим понять вообще, что было сделано до чрезвычайного акта для того, чтобы разогнать эту демонстрацию или для того, чтобы как-то ослабить вот эту вот хватку демонстрантов в Оттаве. Хочу напомнить, очень важно для тех, кто не смотрел мои ролики, когда оттавская полиция подошла к Тамаре Лич и попросила ее убрать грузовики и перестать сигналить с тех мест, где чисто гражданское вот, население живет, именно чисто вот домашние такие районы, они да согласились, причем без всяких кондиций, без ничего, без критерий, сказали да, конечно, мы понимаем,
мы мирные люди, мы мирная демонстрация, и они попросили все грузовики, которые занимали эти позиции, уехать оттуда или перестать, по крайней мере, гудеть. Вот. Ну, Пэт Кинг, конечно, выступил с тем, что плевать он хотел и на судебный приказ, и на то, что попросила оттавская полиция. И поэтому, опять же, в этом же тоже проявляется его экстремизм, поэтому от него и отдалились еще изначально другие организаторы, потому что, ну, во-первых, у него нарциссизм очень развит. Ну ладно, извиняюсь, не буду сильно про него сейчас рассказывать. Опять же, если захотите, я поставлю ролик больше про него и мое мнение о нем лично. Ну, в общем, как бы надеюсь, что Тамара Лич и Крис Барбер выйдут довольно-таки с незапятнанным прошлым. Как бы, да, наверняка будет где-то записано это все, но надеюсь, что сидеть они в тюрьме не будут. Хотя все зависит от политической ситуации, конечно, и на то, как сильно трудно будет давить. И хотя все кричат, что суды абсолютно независимые, вы же понимаете, что ну, не бывает независимых судов. До конца, как бы, даже самый высокий суд любой страны, он, в принципе, в какой-то степени зависимый. Как бы, да, они придерживаются законодательства, но интерпретации могут быть разные, как вы все знаете. Ну, не буду больше вас задерживать, надеюсь, вы досмотрели до конца. Значит, обязательно поставлю ролик про сегодняшнее заседание комитета, и если вам понадобится, пишите мне в Телеграме. В описании есть мои данные Телеграма и Твиттера, пишите мне, я поставлю ролик про Пэт Кинга, если вам интересно, и почему я считаю, что, к сожалению, его ну, нахождение в рядах конвоя больше навредило, чем помогло, хотя и да, он там серьезный вклад был в именно организацию этого конвоя изначально. Но потом он должен был немножко утихомириться и успокоиться, как бы, и не давать лишние причины для Трюдо. Ну, будет интересно, пишите. Вот. Ну, счастливенько. До свидания.